Эллен Лайт. Я когда училась писать «Море» по мастер-классам с художником в 3 этапа, поняла для себя, что мне нравится только 2-й этап – цветной подмалевок. А 3-й этап с деталями вообще уже не нравился. Я поняла, что мое – это писать в этюдном стиле. Мы очень близки с вами, Эллен, потому что я еще мальчиком заглядывался на этюды передвижников в Третьяковке. Мне они нравились больше, чем большие картины. Вот нет замученности, есть энергия момента в каждой небольшой работе. Если бы я был коллекционером, я бы сосредоточился на покупке таких работ, которые несут энергию. Ну, для чего вот коллекционер покупает работу? Ему хорошо. Один сказал мне, что каждое утро я просыпаюсь и вижу твою работу, понимаю, что один раз я заплатил, а каждый день мой наполнен радостью. Вот его слова. Ну, дорогого стоит такие коллекционеры, такое отношение к работам художника и отношение к себе. Ты же смотришь, ты вдохновляешься. День наполнен радостью от одной работы. Писать детали – это всегда вызов, чтобы не уйти в них с головой. Ты можешь закопаться и слишком много их наговорить, как в речи, вот в беседе. Слишком много сказать. Зачем? Пусть будут паузы между речевками различными. Тишина, пустота, промежуток. Промежуток в живописи – это вообще для меня самое главное. Это значит, что ты умеешь детали вырисовывать, но не везде. Ты выборочно их делаешь. Так что спасибо вам за такой комментарий. Поделитесь, пожалуйста, во сколько обходится вся поездка в Армению. Очень заинтересовала возможность присоединиться к вам в октябре. Вот эта поездка 1350 евро, все включено. Мне рассказал организатор, что вот в октябре будет незначительно дороже. У нас день прибавляется, еще один день. Мы сделаем 6-дневный мастер-класс в разных местах. Ну, не знаю, жду от него, значит, калькуляции и выложу на сайте информацию, уже народ записывается. Елена Воронова. Нет, ну мне нравится. Там пятно, в ЖЖЖ закрасить. О каком космосе говорит художник? Ну, вы знаете, да, космос. Кто-то видит, например, вот если я палец вытяну сейчас, да, кто-то видит палец, а кто-то глаза. Ну, это же известная притча, когда мастер, я не знаю, ученику вытянул палец и говорит, что ты видишь? Он говорит, ну, палец, учитель. Он говорит, а я вижу Луну. Ну, то есть там на дальнем плане была Луна. Кто на что смотрит, тот то и видит. Так что кто-то видит космос, а кто-то в ЖЖЖ пятна там всякие закрасить и все такое. Я без обиды. Просто, мне кажется, нужно учиться видеть больше, чем ты можешь. И можно посвятить этому всю жизнь. И такое видение может быть основой вообще для понимания жизни как таковой. Для чего все это, да? Можно же в любых ситуациях видеть только, вот я не знаю, какую-то, ну, не знаю, какой-то негатив, а можно смотреть широко, как бы взлетев над этой ситуацией. Тогда объемное видение позволяет, например, не обижаться, не гневаться, ну и так далее. Вы сами все хорошо понимаете. Q3W, вот что-то тут много слов. Поделитесь мнением, как вы считаете, преподаватели в художественных вузах должны только обучать, или же хороший педагог еще должен вдохновлять? Ну, вдохновлять, думаю, да, это самое важное качество в педагогике. В Америке, например, там только вдохновляют, там гладят по головке, говорят, какой ты молодец. Причем ведь разного уровня люди, я не знаю, студенты, школьники, они же больные там, например. И на его уровне ему говорят, что ты молодец, ты сделал еще шаг вперед. И вот это вдохновляет его идти дальше. Таким образом вытаскивают детей даже из каких-то тяжелых заболеваний. Они учатся, как я понимаю, вместе со всеми. Это у нас, когда я учился, были такие умственно отсталые.
И да, они над ними смеялись, а тут наоборот, поддержка какой-то. Ко мне на классы приезжают люди, коллеги, студенты разного уровня, иногда с нуля. Я всех поддерживаю, каждый на своей ступенчике находится. Кто-то уже сильно далеко, кто-то... Ну, все вместе. Это такая взаимопомощь. И в группе вообще очень хорошо расти, потому что ты видишь работы других и тянешься, и когда есть понимание. И очень быстро происходят взрывы, просто очень быстро, в один день. Ну вот на этом семинаре так было. Под словом «взрывы» я имею в виду, понимание возникает, вот прям одномоментно. Ну, я помню, Иван Алексеевич у нас Панкратов преподавал в Строгановке по рисунку, и на первом же курсе он подходил тоже вот так, всех поддерживал, а я его просто вот сказал: Иван Алексеевич, мне не нужно вот это все вот хорошо, все замечательно, мне нужно вот жестко. Я хочу научиться рисовать очень хорошо. Поэтому не надо мне никаких поблажек. Мне нужно вот прям конкретно, где ошибки. И он хорошо говорит. И он мне сказал так, что очень редкие так, когда ты сам просишь, конечно, я буду это учитывать. А люди обижаются, студенты. Они сразу: ах, если им что-то укажешь на ошибку. Ну, разные педагоги есть в этом смысле, я понимаю. Так что не бойтесь сами попросить педагогов, в каком режиме вам преподавать. Если вы хотите, чтобы, вы хотите научиться, значит, нужно быть готовым видеть свои ошибки, чтобы те указывали на них и постоянно их исправлять. Ну, вот такое обучение. Ромашка, 1944. А что, есть женщины, которые снимают сначала трусы, а потом сапоги, а надевают в обратном порядке? А возможно, эта женщина вообще без трусов. Какие открытия? В своем гардеробе не имеет трусов. Это вот об этой работе речь, называется «Пропущенный звонок». Народ не успокоится. Эх, ромашка, ромашка, как много мне хочется вам сказать. Ну, вы знаете, вот как я понимаю, что сапоги носят иногда не только для того, чтобы ходить по лужам. Друзья, напомню, что в моей онлайн-школе акция проходит. Все видеоуроки по живописи за полцены. До 24 апреля все это звучит. Если вы еще не покупали мои уроки, рекомендую начать с 1, 13, 28, 52 и 53. Это базис, фундамент. А дальше выбирайте интуитивно, по отзывам. К каждому уроку есть видеоанонс. Разберетесь, заходите на сайт. Не забывайте, друзья, ставить лайки, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Задавайте вопросы, комментируйте. Это помогает развитию канала. Не будьте равнодушными к этому занятию. Несколько отзывов о мастер-классе в Армении, который недавно закончился. Я первый раз на пленэре. Вообще в жизни? Да. Класс. Первый раз. Ну, интересно было. Я получила знания, как рисовать на пленэре. Ну и знания. Мне не хватало технических знаний. Тон, цвет, перспектива. Сейчас я так немножко наметила для себя. И теперь только работать и развиваться дальше. Организация понравилась. Все спланировано, четко. Замечательно работать на пленэре, потому что мы пишем в стиле импрессионизма. Это значит на улице. И пытаемся поймать момент, свет. Мне понравилось вообще все, просто все. Мне понравилось, что мы ездили в очень разные локации. То есть мы за такой короткий срок мы посетили абсолютно разные места. И была разная погода, пейзажи, мы писали натюрморты. Пишется мне, я думаю, относительно легко. Вот, потому что можно работать в своем ритме, можно, собственно,
взять время, призадуматься, можно видеть, как работают другие ребята. Вот. Мне очень понравилась группа. Я на самом деле не ожидала, что может быть так. Вот я сейчас не знаю, как уезжать, потому что мне просто хочется всех собрать и с собой забрать, потому что это какие-то потрясающие компании, потрясающие люди собрались. Было очень весело. В общем-то, настроение, мне кажется, тут важную роль играет. Вот. И помимо того, что мы пишем, мы еще ходим. Вчера мы ходили на джаз, и даже Вера писала во время концерта. В общем, работа не прекращается никогда, но это настолько заряжает и настолько вдохновляет, что, в принципе, после 5 дней усталости как таковой я не чувствую. Вот. В общем, мне все понравилось. Мне понравились мотивы. Мне понравилось, что Армения может быть такой разной, такой, в общем, колоритной. И вино понравилось. И так вкусно я уже давно не ела. Вот, прям, не знаю, все хорошо, все хорошо. Отель очень классный тоже. Вот. Настолько как-то они все продумали. И вот с момента, когда ты заходишь в отель, ты приезжаешь, до момента, когда ты выезжаешь на пленэр, у тебя ощущение полного такого творческого погружения. Потому что в отеле ткут ковры, там стоят предметы старины, предметы искусства, очень гостеприимные люди. Понятно, вообще Армения очень гостеприимная страна. Вот. Это все как-то вот в атмосферу, все вносит свой вклад. Вот. Ну и, конечно, я вообще давно хотела приехать на ваш семинар. Это уже была мечта больше, чем 2 года, с тех пор, как я увидела первые уроки, первые видео. И я думала, что будет первым, это будет Крым, но Армения превзошла все мои ожидания, хотя здесь было много раз, но все равно открываешь заново. В общем, мне все понравилось, и я прям очень рада, что я приехала. Ура! Спасибо, что приехала. Я набираю новую группу на мастер-класс в Армении, который состоится в начале октября. Присылайте свои заявки на WhatsApp, буду вас включать в группу. Народ уже собирается, группа уже создана. В конце этого видео будет прямая ссылка на 506 ролик «Мир Солнца». Посмотрите его, будет интересно.